Ой, смотри, ты за это. Я думал, что я навострился на лодке кататься на такой. Самокат, не грузовик. Красота и восторг. Такие вот физкульт-приветы. Это двойной шлюз, который вот та вот река, а мы переходим в канал. Здравствуйте, уважаемые! Вы на канале Округоведение, и это первая серия цикла «Каналы Франции». О том, как, взяв на прокат две лодки, путешествовать по каналам юга Франции, что с ними можно делать, попутно все обозревая, посещая интересное всякое и купаясь, и вообще наслаждаясь жизнью, чего и вам желаю. В путь, так в путь. Прям с работы, прям сюда. Поэтому я не знаю даже название города и отеля. Экстремально богато. А не, это стиль. Ты собака? А мы рюкзак не принесли? Ничего не принес. Поклонение святому интернету. Очень, очень даже. Я вообще, это какая-то очень сложная схема, высказанная, да еще и на испано неизвестном английском, что нужно было их сфотографировать, или он их уже сфотографировал, и он хотел эту фотографию, или ну, короче, у них, я так понял, что ни говна, ни ложки, и им очень нужна помощь. Но, по-моему, им нормально там. О, крыса. Крыса? Прикольно, где? Благородно. Как и положено всякой деревне, на мотоциклах гонзают вдоль и поперек бессовестно. А вот это мы удачно зашли. А это резиденц, которая размечается для лазерного шоу. Сейчас вот на ней нанесены марки, и там сидит специальный человек на стульчике и по ним равняет изображение. Ух ты, ярко как, это я понял. Да тут вообще не скучно будет, как я посмотрю. Это прекрасное место, прекрасная гостиница, мне очень нравится. Но в половине шестого включать немецкий рэп — это даже не за гранью. А так-то здесь симпатично. Каменные джунгли. Несчастная собака пытается найти кусочек травки, чтобы пописать. Да, втыкать сюда можно долго. Красный пикап с черным верхом, с прицепом, с мотоциклом. Не сказать, чтобы мечта, но направление, в принципе, мне нравится. Немецкий берег, французский берег. Бонжур. Город Бонн. Столица французского виноделия. Если вы знаете что-то про бургундское, так это вот здесь. Если вам типичных французских улиц, то выглядит это именно вот так. Бон-матен. Вокзал представляет из себя вот заброшка. Боевая собака. Нифига себе. Можно было бы подумать, что музей, но нет. Да, одиночная кабина, конечно, это прикольно. Но вот это вот... Чистый восток а-ля Франции. Слушай, а при чем это? Это живое, похоже? Ну ладно, не буду сейчас. Так, все сломал. Музей двигателя через стекло. Прям вот так вот, да? Тогда неудивительно, что пилоту пришлось туда высесть. А дальше идет пассажирская. То есть это такой... То есть это капотная компоновка. Лес, насаженный
из космоса. Вот такие вот места отдыха вдоль берегов. Не одни мы такие. О, красота вообще на таком корабле. Да, и на палубе велосипеда. Корабль Христа ради написано. Капитан, разрешите предаться панике? Да, разрешаю. Так, все, на нас выскочили. Вовремя, вовремя. Но так-то исполнено неплохо. Да я уже, Все, зеленый. А ты следи за вот этим поворотом. Не очень медленно. Когда ты медленно, ты поворачивать не можешь. Я понимаю, но для этого надо идти Не, прямо надо- и идти медленно прямо. Ой, смотри, ты за это задавил. Не, еще нет. Идем, скоро. Рыбку задавим, да. Так, слушай, вот теперь я проявлюсь, Антон. Ты думай заранее, то есть опережай действие, которое будет через несколько метров. Я медленно еду, плыву. Ну, в любом случае, ты как с пилотажем дрона, так и с катером. Ты должен совершать действие до того, как оно станет уже нужно. Потому что если ты будешь совершать его в ответ на то, что оно нужно, считай, что уже поздно. Что-то мостик все покинули. А? Да, вы уже меня одного оставили. Что за вопросы? Капец, этот тент вообще мешает что-то видеть, что там перед носом творится. Приходится стоять все время. Операция перекидывания тента. Воу-воу-воу-воу. Так, привязан. А они тут привязаны. Да, и мы Так, знаем. давайте-ка я встану. Ты рули просто, мы нормально тут справимся. Да? Ну Да, мы ладно. это уже делали. Мы его перекладываем назад, все нормально. Потому что иначе не видно, куда плыть. Носа вообще не видно. Вот, я понимаю ваше беспокойство, поэтому спешу успокоить. Он будет лежать как предписано. Шикарно, парень. Вот, а потом отпуск проносится и думаешь, что было? Как это было? Тут хоть посмотрю. Еще одна тонкость тут есть. Вот этот тент, он вперед мешает смотреть, если он сложен вперед. Но тогда заходить можно сзади. А, соответственно, если не видно тебе нос, то тогда очень сложно управлять. Что там происходит, куда сейчас идет отклонение. Приборов-то нету, ни шарика этого в трубочке, ничего. Так и бедуем. Ну и вообще запрещено ставить этот тент на ходу. Вопрос был только в том, где его хранить. Ну, в общем, спереди не вариант, потому что рулевому сверху тогда ничего не видно. Пара слов про лоции, так называемые. Ну, по крайней мере, есть вот такая вот документация, где прописано, где какие мосты, где какие речушки впадают, где шлюз и все вот это вот. И, соответственно, проезжая какой-нибудь мост, ты сверяешься с этим путеводителем и определяешь, а тот ли мост ты проехал, а что там делать. В общем, очень важный документ, очень нужный. Что еще про него сказать, я не знаю. Я уже говорил, что это дурище страшно тяжелое. В прошлом году я думал, что я навострился на лодке кататься на такой, то есть более-менее предугадывать маневры, но это раза в 3 хуже рулится. И то есть понятно, что здесь, как и на самолете, на вертолете, на дроне, на лодке той же, надо просто предугадывать, что за положение рычага у тебя будет вот там вот, после того, как завершится вся вот эта вот многотонная маневровая процессия, и куда ты там в результате окажешься, с какими векторами скорости. И вот там вот нужно уже включить вся вот эту вот штуку, где ты должен находиться. Короче, очень прикольная игра. Построй кривую захода в следующий поворот.
И ждем. Куда нос пошел, с какой скоростью? Вот он только начал изменения. Вот он пошел вправо. Теперь мало вернуть руль на место. Нужно компенсировать это. Отмотали обратно. Ну, это, конечно, азы, но сейчас приходится это все объяснять детям, поэтому лишний раз повторить формулировки не мешает. Вот. Ну и, короче, поймал я опять дельфинчика, конечно. Сейчас надо искать 0. Офигенная игра. Идеально втыкательное занятие. Одна книга, очень неплохая, у Жарковского, «Я Хоба», начинается примерно так, как космонавт выходит из состояния глубокой смерти. Вот примерно ему показывали в межзвездном перелете, как он плывет по реке на плоту. Так что... Мне всегда нравилась сцена в «Звездном десанте» выхода космического крейсера из дока. Когда там он задним ходом, вот с таким вот интервалом, хоп, прошел в ворота. Вот на этой штуке можно примерно тоже исполнять примерно с той же грациозностью. Я к тому, что инерция этой твари вообще неимоверная. Кстати, если сильно накосипоришь, можно подправить дело носовыми рулями. Так что вообще можно. На прошлых лодках я мог дрифтить поперек такой речки. Вообще очень маневренная, как я теперь понимаю, штука была. Должны быть номера на мостах. Что-то их нету. Я что-то потерялся по карте. Ладно, впереди шлюз, там разберемся. Свистать всех наверх, к шлюзованию стоять. Готовы, товарищ капитан? Всю шлюзовую команду на верхнюю палубу. Она слева или справа точка? А, хрен его знает. Я вообще по карте потерялся, где он плыл. Может, не туда свернул, да. Да, глубоко философски. Боковушечки. Ну, нормально, не? Не хватает указателя положения пера руля. Так накрутишь и забываешь, где он стоит у тебя, куда, если ты передний дашь, куда у тебя корма пойдет, если задний, куда, в общем, не хватает. Аскетичненько. Ну, внизу там поволгаче, но кто же будет снизу управлять? Даже в дождь отсюда можно. Ждем, пока отшлюзовывается не наша лодка, потому что вот та вот наша вторая там стоит, и в шлюз тогда мы влезем вдвоем. Это не так работает. Кто в фуражке, тот капитан, и все, и... Хочешь секрет расскажу? Хочешь? Не подходи ко мне с этой фуражкой. Да дай мне в туалет. Еще норочка. Много кнопочек. Ну, сейчас там должен закрыться, да, то есть весь цикл пройти. И тогда уйдет вода. Мне задний? А, ты не пошел на нос? Я Все, ловите. Нормально. Все поймались? Нет. Никого не прищемили. Парковка удалась. я просто побоялся уже заранее. Это называется предусмотрительность. Собираемся мериться, у кого длиннее салон.
Вот предлагал же я поставить это боком, тогда бы мы могли как шутки. Что у вас? Так, ну и... У нас меньше. А, у вас вот это вот передняя скамеечка. Да. А, ну, Длинная. не, ну, меньше, не меньше. Ну, вот это вот совершенно так же. Фиг знает. Слушай, нет, ты знаешь, да, ты права, у нас, смотри, у нас вот здесь вот такая, как бы, торпеда до сюда, а у вас вместо этого скамеечка, но в результате у нас здесь можно поставить стол, Да, а у большой. вас вообще ничего. Не, у нас Всё. есть стол вот. Да, но он сюда не лезет. Я не понимаю, почему ваш на 8 человек, или сколько он был, Охренеть. а этот на 10. Так, а здесь что? О, нифига! А можно я порулю этой лодочкой? Тут прямо как прицел такой. Хобана, видно где нос. А там, если этот тент сложить, не видно вообще вперед ничего. То есть его приходится назад на ходу перекидывать. Вот, и там ходить уже становится плохо. А здесь у тебя вообще шикарные условия. Налево, направо. А это что, радар? Или так? Телевизор есть. Телевизор. Нет, там такой телевизор тоже есть, но такой смешной тарелки нет. Антисобачье. О, усовершенствование. Ну и внизу спокойно Пеппи выходит, я не понимаю. Где, вот здесь? Да ладно. Сдается мне, не, после такой фортификационной деятельности всегда найдется такая потом морда такая сзади подходит. А что вы тут делаете? Офигительная история. Так выглядит, как будто просто кого-то взорвали там. Вот как будто у человека, как бы вот все, что из него вышло, оно так во все стороны. И унитаз Это тоже был не взорвало. перформанс, да. перформанс. Это уже была инсталляция. Я подумал, Это уже была современное искусство, инсталляция. туалет на дамбе, Что ты это делаешь? Нет, там какая-то даже не манкис, она называется, а we support Kian Colobus monkeys. Слышь, говорит, берешь то же самое, шаману скармливаешь, за шаманом допиваешь. Шамана не жалко тоже, вот он уже привычный. Шершень. Кыш, сука. А фонарик сверху Давайте включим. выключим свет ненадолго и включим фонарик. Выключайте свет. Включай фонарик, ты неси его на улицу, он туда вылетит. А я-то фонарик держу. К нам пришел шеф. Я далеко. Давай, выкидывай куда-нибудь, а лучше сам топись вместе с ним. Так, положи куда-нибудь в лес. А целую операцию затеяли. Окна все закройте, весь Миша, свет выключите. Шершень к вам прилетит, свет выключите. А он внутри был. Он пытался захватить наш корабль. Да. И ты уверен, что хочешь со светом там стоять? Ты и лучше стало. Я его выкинул. Они все Нас говорят, что... пугают, что если ты его стукнешь, то он выпустит феромоны и прилетят другие шершни. А кусаются они тоже очень больно. Не факт, что ты его не видишь, что его там нет. Все, беги. Это значит, он уже на тебе сидит. Вот он, все нормально. Я по нему стукнул, он не может отсюда улететь. А, это плохо. Так, Миша, теперь он на твоей стороне поля. Не-не-не, тихо. Чувствуешь? Он по тебе ходит? Так, это я упал. А я боюсь с этой стороны идти. Ты уйди оттуда. Откуда? Ты не ходи ко мне распомеченный. Зачем? Зачем я тебе нужен? Ой, луна какая восходит. Да ты посмотри вообще, какие звезды. Пеппи! Пеппи, нет! Это Пеппи. Пеппи, нет! Нет! О, собаки включились в игру. почти. А, он там на зонтике. Да, его видно. Возле зонтика. Так, тут что-то собаки-то вообще... У Пеппи травма осиная у него. Теперь главное. А теперь всем спокойной ночи. Бомба, тем. Чайник со свистком.
Буду счастлив я. Зовет. Переходим к завтраку. Пацаны там заперлись, а у меня там пирожок для завтрака. Что делать? Идем в туалет. Добываем пирожок. Шлюзовая система рулит. Я его добыл. Много французского. Terrain de campagne au cèpe. 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 Recette bordelaise. Dankeschön. Вот Ой, глюс. кто это там движется к нам по реке? И в рифму и машет призывно платочком. Bonjour. Bonjour. Mais pourquoi ne bon matin? Потому что в романских языках не бывает доброго утра. Они просыпаются позже, эти люди. В итальянском тоже нет. Образование. Место, как идеально оборудовано для того, чтобы здесь сидеть, что-то делать и тупить вперед. Шикарно. Минутка непредвиденного. Французские розетки имеют вот такой замечательный штырь. А переходник, купленный в Германии, имеет вот такую замечательную квадратную, естественно, не нарезающую дырку. Но, как говорится, мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу все знать». Стоять! Определенный недостаток этих камер в том, что у них линза выступает за все габариты. А? А? Мультитул наш лучший друг. У нас не заводится. Поэтому давай мы сначала все-таки как-то привязываем. Так, да, не заводится это не очень. Давайте тогда ловить его. А? Посмотрим теперь отсюда. Сработало. Мистик. А это что как называется? Ой, я не помню. Да и насрать. Ты можешь туда и дрим посадить. Можно где-то тут лежать. Операция по спасению на водах. В передней лодке они что-то профукали в воду. А мы, по счастью, на задней. И у нас есть болгор. Ну вон пенек, видишь? А вон что-то такое квадратненькое валяется. О, это кусок фольги. В смысле эти пупырки. Мы спасли реку от загрязнения. Доложить об успехе. Тут еще какой-то крокодил из-под воды торчит. Не, это бревно. Ты прямо четко-четко, вот прямо оно торчит в тебя. Красавчик. Что-то море больше ничего не принесло. Там две. Превышают. Бензин. Авиа. Да, действительно, авиабензин. Зеленые канистры. Дерево с канистрой. Интересно, да. Что бы это могло быть? Ну тут какие-то рыбачьи угодья, что ли? Огород. Что это? Пух. Если они там пойдут, то Моста, который мы вот прошли. Да. Они, видишь, вот это Да, вот да, да. У меня есть ощущение, что они пытаются Фиг вам. парковаться. Лужа.
Тут как-то сложно. Ну, нормально путешествуется? Пеппи? Нормально? Животное. Добытчик. Видно, что первая наша лодка тоже от берега к берегу исполняли. Хорошо настроенная лодка в управлении не нуждается. И ты должен такой баба! Ну да, вперед лучше не показывать. Но, судя по всему, срок парковки не ограничен. Вот такой кат. Сейчас мимо проезжали, когда он Это, как раз ну. подтянул. О, точно достал. Рыба есть. Bienvenue. No waves. Или дратути. Видишь? Чё? No waves. На знаке написано. О, все. No way, no fate. Это учтено. Неплохо. Дай порулить. Давай, давай. Теперь я тебе махать буду. Не надо об нас тереться. Вот ну не надо. Мы бортанемся, мы не потрем. Не надо вот это делать. А чё мы по вам по рации не можем дозвониться? Чё у вас, она выключена? Стояли, когда заехали. А, Миша, батарейки в красном ящике в вашей спальне замени. Это мы сюда заходили, чтобы взять ключи от речного шлюза. И сейчас сворачиваем и едем на речку соседнюю купаться. Да, такой нежно-красный робот-пылесос на зеленой лужайке. Живопись. Ждем сработки шлюза. Сейчас коснешься. Мы себе такого не позволяем. А мы видели? У нас задокументировано. Неудача. Время офигительных историй. Вот это вот бюзе, это, соответственно, региональное вино. И насколько говорят, желтые штаны 2 раза ку, подлые торговцы Бордо чуть не потопили всю экономику этого бюзе. Ох, ничего он там исполняет, молодец. А что там отец делает? А он делает то, чего ты не делал утром, зарядку. А вот тебе известно выражение «чаль за кольца, решетку береги, стены не касайся»? Практиковаться водить, надо водить эту лодку. Она управляется гораздо понятнее, проще и интуитивнее. То есть вот она легче и отзывчивее, чем вот это раза в 3. Я говорю, вот тебе вот на этой вот надо вот научиться вот это вот выделывать, а потом, чтобы когда уже понимание есть на ту, ну и на этой можно научиться. Но вот на этой вообще исполнять можно то еще. Все? Нет? Пока стоишь, притягиваешь корабль к стенке, чтобы по мере ухода воды он не колыхался по всей ванне, делать решительно нечего. Можно зато вот рассказать, что палки куплены, очевидно, не зря. Приходится вон за кольцо крепиться. На речке,
А мы все еще только входим? Не, но это вот был канал, а это речка. Заворачивай! Do you speak English? Заворачивай! Это мы вписываемся? Ну, в берег впишемся, не волнуйся. Давай, давай, еще метров 5. Капитан, они уходят. Судя по всему, они дали полной копоти. Нет, ты знаешь, а тут ты должен дать так это, сектор газа так мощно вперед, гом, а я такой, вау, и улетел. Я так по инерции, а и плюх туда? В этот он маленький, трудно попасть. Ну так, да, да, ты права, можно попробовать. И там диван, кстати, внизу. А ты в курсе, что в речке 6 километров в час скорость? Кайфолом такой. Так выглядит человек, который соблюдает ограничение скорости на автобане. Смотрим на реакцию. Недостаточно грозно, они с лодки не попрыгали. Движение прям оживленное, да? Пожалуйста. Морской волк. Что, полицейский разворот? Я б так сделал. Ну, да черт его знает зачем. Ну, по крайней мере, посмотрим, насколько эта бандура делает полицейский разворот. Ну ладно, все шикарно вообще. Красавчик. А на карте официально можно, Леша, или как? А? Сами на беде. Кто у нас тень украл? Главное, ради чего? Потом будет еще один полицейский разворот вокруг. Иначе же жизнь не жизнь. Вообще, сейчас еще это, намотаем водорослей. И вообще красота. Скотина за бортом. Дрима, Дрим! Эй, Дрима! Иди ко мне! Да, я тут. а может ей спасательный круг бросить? Ей нормально. Ей нормально, да? Мотор хоть выключит с правой стороны. А, все? Все. А вторая просто тупо свалила в горизонт. Таня, а наша-то где? Ваша одна приличная. Опять? Вы издеваетесь, да? Дрим, нет, туда не будешь, Дрим. Пошла вон отсюда. Дрим. Эй, ты куда? Не выйдет. А, вот так. А вот и наш демон проснулся. Красота и восторг.
Дуня пытается воспитывать эту молодежь. Куда их воспитывать? Две 2000 оборотов, 10 километров. Ограничение по скорости на реке 6, на канале 8. Вот возле руля надо эту монетоприемник так превысить на 5 километров в час. Дуня, велено тебя купать. Пошли. Сейчас я ее понимаю. Долго собирался. Дуня! Дуня, куда идет? Давай. Все, достанем. Стоп. Дуня. И опа, вот вам одна мытая собака. Сейчас она об тебя обтряхнется. Оп, молодец. Так, у вас тут еще воды незамутненные есть? Да. Ганг, твои воды замутились. Есть идея. Принесите мне мой фонарик этой налобный, я поеду под корабль. А теперь штука, которую я давно хотел проверить. Так, не понял. Повторение того же, но без штатива. У меня есть штатив полегче. И тоже, кстати, плавающий. Спасибо за идею. Входит и выходит, совершенно верно. Это Дуня сказала бантик. Тебя еще не хватало. Я не бантик, я бабочка. Что, ну бросай, кто хотел? Я. Так, ну только это... Не причал, то Давай уже. Давай уже. Фига ты. Вот, нормалек. Ну ладно, допустим. Здравствуйте. Давай, запускай. А, все, erledigt. Как ты садически кидаешь в Дуню. Она куда-то кругами плавает, у нее, наверное, левые лапки. Ну что, в процессе экспериментов с непотопляемостью камеры, камера благополучно утоплена, нахлебалась водички. Я ее оттуда выдул, положил на солнышко. Испытания удались. Крутые магазины, да? Вот техника. Что? Экшон. Теперь ее можно топить только в боксе. Все, нас Видишь, запотело. Будешь рассказывать, что это твой папа. Нет, покупает за копейки утопленные машины после наводнений, вот это вот, как он их говорит, восстанавливает их и продает. Ну то есть понимаешь, что со всей проводкой и со всеми внутренностями после наводнения с машиной происходит. Перед водопадом электростанции. Вот чем это отличается от мошенничества, я так и не понял. Бэби такая, а вы там ветчину несете? А у нас тут макарончики. Она прямо так забывает, аж когда ты начинаешь раздавать, она прям забывает лаять так. Стал Фридрихом Первым, но уже объединенного королевства. Построили статую Марианны. Во время Второй мировой войны статую Марианны снесли, но постамент до сих пор еще стоит на площади, можете им любоваться. Вольно растущий бамбук не оставляет спокойными желающих обрести себе посох или что, но потом почему-то все раздумывают. Возле нашей парковки, швартовки, заброшенная железная дорога. Надо глянуть. А ведь меня предупреждали.
шорты вообще не для того, чтобы здесь ходить. Нифига себе. Слушайте, это какая-то то ли фалач, то ли я легенда. Не надо воспринимать это за типичную картину Франции на всякий случай. А, то есть это не типичная картина, да? А, Вот из разряда, знаешь, там Европа загнила. а я-то думал, уже где хабар-то берут? Нет, это дендромутанты, они специально вырастают такими колючими загородками. Да, тут... Тань, Фига ж. зацени вот это садомаза такое. А счетчика Гейгера зря не взяли. Ну что, показывай дорогу. Идем методом цапли. Я не хочу на нее наступать, подождите. Бедная собака. А как же насчет, что нам нельзя с тентом плавать, Быстренько до первого моста сложить. тренироваться денно и ночно? Это с деревьями теперь, ну, Да, надо аккуратнее деревья обплывать. По пути проезжается что-то очень достопримечательное. Два дня спустя мы что-то забыли в машине. Я планшет забыл и сгонял на самокате. Самокат, ноут, винт, да еще и все от ноута запитано. Бедный корабль. Когда, чтобы их вернуть, надо сбросить карту. Он идет сброс и одна переводочка. Все. Ну давайте. Кто первый? Эклюз, как и было обещано. Так, ну что, Ничего себе, Саша на абордаж там ходит. С багром кидается. Так работают крантье. Французские крантье. Достают Все, кранцы. кранты вам. Это ваше. Так, это они сигнализируют, что работа окончена. Дуня, ты нашла себе место наконец-то. Тихое, спокойное, прохладное, да? Зашибись. Это очень узкий шлюз. Именно поэтому все кранцы... да, действительно. Вон, нормально, действительно. Ну, короче, на всякий случай достали кранцы и разложили согласно инструкции. Неплохой вид, да? Класс! а теперь там. Ну, мы тут... Нет! Что? Нет! Андрей, если ты что-то говоришь, я тебя не слышу. Нет, нет, все хорошо, я слежу. Сейчас носик туда подработай. Да, пытаюсь. Так ты пытайся этими триммерами. Так, корма осторожно. Руля и газу. Хорошо, хорошо. Чуть-чуть далее. В допусках. Блин, я забыл. Да, не, я случайно вместо того, чтобы на нейтралку поставить задний ход включил. Ну, за отсутствием педали остается путать только этот сектор газа. Юшенька, отойди оттуда. Ну, видимо, поэтому тут и без кранцев. Ты так хурму-то попробовала? Да. А еще одну хочешь? Я тоже Давай. Спасибо. Агрегат. Ты агрегат, Дима. Между прочим, 102 раза. Я только последние два успел. У меня однажды носом встрял таки в те ворота, и кораблик начал крениться. Он сломал ворота те. Если что, задним ходом просто, Лёш.
видишь, да, какая? Заплатите. Да, все, последнее. Соответственно, я... Вот та вот реальный нахват. Она может быть белая, Сейчас будет массовое расплытие. Но если это очень козырное, Некогда было думать о записи, надо было маневрировать. Все, ты типа там даже ложился так, что у тебя ноги, для ног было меньше места такое, знаешь, сужалось вообще. Это у вас. Как у мамы Ты ключ неправильно ставил. Вози! Смотри. Скудоумие. Ну, это был номер скудоумия, сейчас будет номер отвага. Натан, мы с той скалой. О, и так, и закрываются двери, это прекрасно. Нифига, типы наглые, да? Они местные, чё уж. Техника безопасности, нет, не слышали. Офигенно. Можешь чуть-чуть назад встать? Конечно. Перед тем, как пойти в город, кораблик лучше закрыть. А у них тут, оказывается, весело. Но идти она уже перегрелась. Тайминг.